Доброго времени суток, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Красота в деталях». Я Ксения Назарова. Благодарю вас, дорогие мои подписчики, за теплые слова, лайки и комментарии, которые вы оставляете в мой адрес. Это очень приятно и мотивирует на дальнейшие свершения и красоту. Спасибо большое. А сегодня я хочу вам рассказать о изделии, довольно-таки эксклюзивном, ободке двойном из сутажного шнура и маленьких цветочков из фоамирана. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Создание этого ободка разделено на два видеоурока. Первое – это оплетение ободка и плетение само из сутажного шнура, который называется протектор. Ссылки на эти видеоуроки будут оставлены в инфобоксе под данным видеоуроком. Здесь же мы сделаем, я покажу, как сделать вот эту прекрасную лазурную маргаритку, как истончить фоамиран. Мы сделаем для цветочков серединки. Я покажу, как это сделать. Материалы, которые понадобятся нам для создания нашего ободка. Во-первых, это сутажный шнур. Из него мы сплетем две полоски, ободочек наш будет двойной. Потом нам понадобится небольшой кусочек вот такого шпагата. Сам истонченный фоамиран голубого цвета для ромашек, флористическая проволока диаметром 55 мм и также вот такой микробисер для дизайна ногтей, для выполнения серединки для наших ромашек. Ну и, само собой, горячий пистолет, кусачки для проволоки, ножницы и хорошее настроение. Спасибо, что подписываетесь на меня, остаетесь со мной. Спасибо вам за добрые слова в мой адрес. И давайте начнем наш видеоурок. Чтобы получить цветок маргаритки голубого цвета, вот такой, нам нужно истончить фоамиран шириной 1 мм при помощи утюга. Итак, для этого нам нужна твердая поверхность, которая не боится температуры. Я на стол положила вот такую стопочку картона. 2 тонких белых листа бумаги и кусочек фоамирана, который мы будем использовать под цветок. Мы помещаем фоамиран между двумя листочками бумаги и включаем наш утюг на максимальную температуру. С небольшим нажимом мы разглаживаем, нагреваем фоамиран. При помощи пластиковой карточки можно помочь себе вот так вот разгладить, чтобы там не образовались пузырьки воздуха, чтобы фоамиран у нас истончился ровненько. Мы ждем, когда бумага остынет. Вот что у нас получилось. Эту операцию можно делать несколько раз. Ваш фоамиран будет становиться все тоньше и тоньше. Таким образом можно добиться очень тонких лепестков.
Фоамиран готов к дальнейшей работе. Итак, для лепесточков нашей голубой маргаритки мы приготовили уже заранее истонченный утюгом фоамиран и 2 окружности. Одна окружность 4,5 см и вторая окружность 3,5 см. Маленькая окружность нам нужна для ромашек более мелкого размера, их будет 5-6 штук, и одна ромашка побольше. Для каждого цветочка вот таких заготовочек нужно 4-5 штук, в зависимости от того, какой пушистости вы хотите добиться от цветочек. Итак, начнем. Вырезаем ножницами аккуратно. Вот такая заготовка у нас получилась. Теперь мы делаем следующее. Складываем пополам и делаем 2 надреза. Складываем еще раз пополам. Тоже делаем 2 надреза. У нас получилось 4 лепестка. Каждую четвертинку мы режем тоже пополам. Теперь у нас получается 8 лепесточков. И каждый лепесточек мы тоже разрезаем пополам. Далее вырезаем лепесточки. Удобнее резать, закруглять лепестки сначала в одном направлении, потом в другом. Вот что должно получиться. Аналогичные заготовочки вырезаем из более объемной окружности. Теперь займемся серединкой для ромашки. Вот такая серединка нам нужна, чтобы сделать цветочек. Для этого возьмем проволоку, флористическая проволока, диаметр 55 миллиметров. Отрежем кусачками небольшой отрезок. Дальше нам понадобится вот такой микробисер для дизайна ногтей и акриловая краска. У меня золотая светлая. Ну и кисточка, соответственно.
же пинцет. С одного края проволоки мы закручиваем небольшую петельку при помощи пинцета. Вот что должно получиться. Приготовим микробисер. И клеевым пистолетом мы делаем такую небольшую платформу, грибочек. И опускаем в бисер. Вот что у нас получилось. Теперь чуть-чуть подождем, пока немного остынет клей. И покрасим наш микробисер в нужный нам цвет. У меня это светлый золотой. Такая тычинка у нас получилась. Для дальнейшей работы нужно подождать, пока акриловая краска немного подсохнет. А пока в наших заготовках мы будем делать большие отверстия. Наносим на донышко серединки горячий клей. Чтобы ромашка была пышнее, первой заготовкой немного оклеиваем нашу сердцевинку, чтобы она обнимала ее. Делаю отверстие в серединке и собираем нашу маргаритку или ромашку. Четвертую заготовочку можно немножко согреть зажигалкой, только очень аккуратно, чтобы не воспламенилось, чтобы лепесточки загнулись. Или на 1 минутку прислонить к горячему утюгу.
лишнюю проволоку откусываем кусочками. Вот таких цветочков нам нужно 5-6 штук и одна ромашка побольше. Цветочки готовы. Теперь продолжим работу над нашим ободком дальше. Вот такой двойной ободок у меня будет. Заранее я оплела его тонкой атласной лентой и сплела 2 плетенки из сутажного шнура. Плетение протектор. Ссылки, как это сделать, будут в инфобоксе под этим видео. Далее у нас будет вот такой тонкий шпагат с уже заготовленными ромашечками и маленькими такими лепесточками, который будет у нас вот так вот располагаться на нашем двойном ободке. Для этого нам понадобится сам шпагат. Так вот он выглядит. И небольшие отрезки атласной ленты такого же цвета, шириной 6 миллиметров и длиной примерно 4-4,5 сантиметра. Итак, вначале мы делаем листочки. Так, берем вот такой отрезок. Также нам понадобится зажигалка. Зажигалка. Срезаем их немножко вот под углом, скругляем. Вот таким образом. Опаляем зажигалкой. Дальше складываем наискосок, чтобы у нас получилась вот такая галочка. Такая птичка. Приплавляем зажигалкой. Теперь что делаем? Берем наш шпагат и наносим на нашу птичку каплю клея небольшую. Немножечко призащипываем. Вот так. Таким образом мы имитируем такую нежную растительность наподобие вьющегося какого-то растения, вьюнка, что придаст нашему ободку воздушность. Такая ниточка у нас получилась. Как закрепить ромашку? Так, вот у нас 4-я заготовочка, у которой чуть-чуть загнуты лепесточки при помощи зажигалки. Сейчас мы будем при помощи нее фиксировать нашу ромашку на шпагате. Так, вот тут у меня уже подготовлено все. Последнюю ромашечку мы наклеим.
две полоски сплетенных на ободке. Я их между собой сшила ниточками у основания, здесь и здесь. Одну полоску я приклеила на жесткую основу, на основу под ободок, оплетенная уже лентой. А вот эта нитка у нас будет такая в свободном полете. Ободок, чтобы был очень нежный, воздушный. И теперь этот шпагатик мы тоже горячим клеем закрепляем у начала ободка. Дальше мы будем его в свободной форме приклеивать ромашки то к одной плетенке, то к другой, чтобы у нас такая воздушная тонкая лиана оплетала весь ободок с голубыми маргаритками или ромашками. Пока фиксируем на клей, затем мы еще раз обмотаем лентой ушки ободка, чтобы ничего нигде не цеплялось, было ровно. Наклеиваю ромашки в шахматном порядке то на одну полоску, то на другую. Вы можете сделать по своему вкусу как-то иначе. Фиксируем наш шпагат на другом краешке ободочка при помощи горячего клея. Можно оставить маленькие ромашки, но у меня есть еще крупная ромашка. Я бы хотела ее, наверное, где-то здесь прикрепить. Так вот. Теперь я отрежу небольшие полоски ленты, чтобы дополнительно обмотать ушки ободка, чтобы нигде ничего не кололось и выглядело более аккуратно.
такой нежный воздушный двойной ободок у нас получился.